Глава 196. Собрав волю в кулак, Селянь огрызнулся: «Я знаю, что никто не поможет. Но это не твое собачье дело». Безликий Бай неторопливо переспросил: «Но зачем тогда ты, проделав в себе дыру, валяешься здесь? Назло кому ты это делаешь? Сейчас ведь никто не проникнется к тебе заботой». Селянь не сдавался: «Мне просто нравится. Но это не твое собачье дело. Как ты поступишь, если кто-нибудь поможет тебе? И как ты поступишь, если никто не поможет?» После недолгого молчания Селянь выругался: «Откуда столько бесполезной болтовни? Меня сейчас стошнит. Какое твое дело? Какое твое собачье дело?» Чем дальше, тем грубее становились его речи, тем больше ярости слышалось в голосе. Но как бы принц ни старался, он умел ругаться только такими словами, и Безликий Бай лишь посмеялся, будто принц подшучивал над ним, и вздохнул: «Глупое дитя», затем развернулся и добавил: «Ладно. Все равно остался только день, не страшно, если ты проведешь его в бесполезных метаниях. Все равно никто не подаст тебе стакан воды, никто не поможет вытащить меч. Не забывай», — снова напомнил принцу Безликий Бай, «завтра, после захода солнца, если ты не выпустишь на свободу поветрие ликов, проклятие перекинется на тебя самого». Селянь спокойно слушал и не шевелился. На следующий день Селянь все так же остался лежать на развилке, в той же яме, в той же позе. Сегодня поведение людей ничем не отличалось от вчерашнего, они обходили принца далеко стороной, каждый шел по своим делам. Разумеется, властям уже сообщили о падении чудака с неба. Местный же чиновник, едва услышав, что этот чудак, возможно, является духом поветрия, но, тем не менее, не нарушая никаких законов, просто лежит, будто мертвец, сразу же отказался вмешиваться, пообещав послать людей через несколько дней. В целом это означало, что он вовсе не собирается связываться со случившимся. Да и кто знает, что случится с чудаком по прошествии этого времени, даже когда любопытные ребятишки подбежали и присели рядом на корточки, глядя на человека на земле, затем взяли палку и принялись боязливо тыкать в лежащего, Селянь не пошевелился, уподобившись мертвой рыбе. Дети, охваченные любопытством, хотели даже кинуть в него чем-нибудь, но тут их родители заметили неладное, отругали отпрысков и увели по домам. Вчерашний продавец воды все смотрел на Селяня издалека. Селянь целый день и всю ночь не испил и капли, на его губах высохла и потрескалась кожа. Мужчине стало жаль его, он даже налил в чашку воды, видимо, собирался отнести принцу, но жена ткнула его локтем, и чашка опрокинулась. Пришлось забыть об этой затее. Наверное, небо тоже решило поучаствовать в спектакле, ведь после полудня заморосил дождь. Лавочники в попыхах собрали свой товар, прохожие тоже с криками поспешили по домам. Вскоре дождь усилился, Селяня промочила до нитки, лицо омыло потоком дождевой воды, отчего кожа стала казаться еще более бледной. Белая фигура беззвучно появилась перед принцем. Но люди на улице, кажется, не заметили странного незнакомца. Безликий Бай, сверху вниз взирая на Селяня, произнес: «Солнце скоро сядет». Селянь молчал. «Ты ведь никакой не дух поветрия», — продолжил демон. «Но они скорее поверят, что это правда. Когда-то ты пошел против воли небес, чтобы не спаслать им дожди, а сейчас даже стакана воды не можешь от них дождаться. Твое сердце пронзило сотни мечей, что ж, люди были вынуждены пойти на это. Но теперь они не желают совершить даже такое простое действие, вынуть меч им кажется непосильной задачей». Он с сочувствием добавил: «Я говорил, что никто тебе не поможет». В душе Селяня звучал истеричный крик: «Признай. Он прав. Никто, никто, никто. Правда, никто. Ни один человек». Словно услышав эти стенания, Безликий Бай, кажется, усмехнулся, протянул руку и взялся за рукоять черного меча. «А впрочем, не страшно. Они не помогут, зато я помогу». Он приложил немного усилия, поднял руку и вынул клинок из живота Селяня, со звоном бросив рядом.
Затем белая фигура с легким смешком испарилась среди дождя, словно совершив задуманное и оставляя дальнейшее селяню. После извлечения меча рана принца открылась, подставленная дождевой воде, и уже отступившая боль нахлынула вновь. Боль — единственное чувство, которое он сейчас еще мог ощущать так ясно. Плюх-плюх-плюх послышался звук шагов, бегущих по лужам, словно кто-то торопился поскорее укрыться от дождя. Но селянь уже не стал бы беспокоиться об этом, как когда-то. Он медленно сел, но тут вдруг услышал неподалеку короткий вскрик, затем звук тяжелого падения. Прохожий нес на спине большую плетеную корзину, на голове его была доули, защищающая от дождя. Наверное, дождь лил слишком сильно, поэтому бедняга не разглядел лежащего впереди селяня. А когда тот неожиданно сел, удивление от увиденного и спешка сделали свое дело. Мужчина упал, растянувшись рядом с принцем, и тут же выругался: «Твою матушку!». Доуля слетела, корзина перевернулась, белый рис рассыпался по земле. Мужчина закричал от досады, ударил по луже ладонью, отчего брызги грязи и ресинки попали на лицо принца. Несчастный был вне себя от ярости, он тут же вскочил на ноги и, тыча пальцем в селяня, заорал: «Что за ерунда? Я таким нечеловеческим трудом заработал свои кровные, чтобы купить немного риса, а теперь он весь пропал. Чем я заслужил такое несчастье? Возвращай мне деньги. Не прикидывайся мертвым, верни деньги». Селянь совершенно не обращал и не собирался обращать на крикуна внимание. Тот же не желал отстать от него, схватил за грудки и прошипел: «Ты что, помереть захотел?» «Я тебя спрашиваю», — селянь совершенно серьезно ответил: «Да». Мужчина презрительно выплюнул: «А что же ты, черт тебя дери, не откатился в сторонку и не помер тихонько на обочине? Обязательно лечь посреди улицы и мешать людям? Помереть и то спокойно не можешь. Совесть потерял». Селянь без всякого выражения на лице позволял себя трясти, словно окоченел с ног до головы. Пусть его ругают. Ему все равно. Пусть ругают, как хотят. Все равно пройдет совсем немного времени, и все закончится. Солнце вот-вот зайдет. Прохожий все требовал с безучастного селяня деньги, а когда понял, что возмещения ущерба не дождется, принялся бранить того, на чем свет стоит, и никак не успокаивался. Он еще немного потряс принца, прежде чем, наконец, подобрать свою шляпу и, бормоча проклятия, удалиться. Селяня он с громким «плюх» опять бросил в грязь. Постепенно в голове принца послышался звук, заглушающий шум дождя. Крики тысяч духов, запечатанных в мече. По мере того, как солнце понемногу садилось на западе, их безумные крики все громче звучали в голове селяня, словно духи радовались скорому освобождению и свершению мести. Селянь закрыл лицо ладонью. Но когда другая его рука, дрожа, потянулась к черному мечу, он вдруг заметил кое-что странное. Кажется, дождь прекратился. Нет. Это не дождь прекратился, а что-то возникло над его головой. Закрыв от дождя, распахнув глаза, принц увидел сидящего рядом на корточках человека, который накрывал его лицо от дождя своей шляпой. И это оказался тот самый прохожий, который только что обругал его. Принц уставился на незнакомца, который точно так же уставился на него и сказал: «Чего ты так на меня смотришь?» Что услышал пару оскорблений и правда решил помереть. Мужчина звучно сплюнул. Лежит весь такой унылый, думаешь, приятно посмотреть, а только что мужчина вышел из себя от злости, но теперь, похоже, чувствовал вину. Он еще что-то промямлил, затем стал оправдываться. «Ну ладно, ладно. Я был неправ, будем считать. Но я бранил тебя потому, что ты это заслужил, кто ж просил тебя тут развлечься? И вообще, кого в этой жизни ни разу не бранили?» Селянь, не в силах произнести и слова, глядел на него круглыми глазами. Тот снова раздраженно заговорил: «Ладно, ладно, это просто мое невезение, можешь не возмещать деньги за рис. Ну чего ты тут лежишь? Вон какой большой, уже не ребенок, чтобы ждать, пока родители тебя поднимут. Вставай-ка, вставай-ка». Подгоняя и подбадривая, он потянул селяня,
помогая тому подняться, потом с силой похлопал по спине и добавил: «Вставай и скорее возвращайся домой». Так селяня подняли с земли, едва не уложив обратно снова ободряющим ударом по спине, и теперь принц стоял на месте, словно не мог пошевелиться от потрясения. Когда же он наконец пришел в себя, человека, и след простыл. Только плетеная шляпа осталась на голове принца напоминанием, что ему только что помогли подняться, и это ему не померещилось. Спустя какое-то время безликий Бай вновь появился за спиной селяня. На этот раз он не смеялся. И в голосе не слышалось той безмятежности. Напротив, он был безрадостен и беспокоен. «Что это ты делаешь?» — спросил демон. Дождь все еще нещадно лил, но на голове селяня оказалась подаренная шляпа. И хотя принц уже весь промок до нитки, по крайней мере голову и лицо теперь не поливало водой. Только его щеки все равно были мокрыми. Не дождавшись ответа, демон вновь мрачно произнес: «Солнце вот-вот зайдет. Подними свой меч, иначе. Ты знаешь, что произойдет». Даже не оборачиваясь, селянь тихо бросил: «Пошел ты к черту». В голосе безликого Бая послышались ледяные нотки. «Что ты сказал? Ты не расслышал». Принц повернулся к нему и спокойно ответил: «Так я повторю». Принц одним прыжком молниеносно оказался в воздухе и отвесил безликому Баю пинок, от которого тот отлетел на несколько чжанов. Коснувшись ногами земли, селянь одной рукой зажал рану на животе, другой указал на демона и так громко, как только мог, изо всех сил выругался: «Пошел ты к черту! Кем ты себя возомнил, если смеешь так разговаривать со мной? Ведь я, его высочество, наследный принц». По его щекам неудержимо струились дорожки слез. Один человек. Только один человек. Правда. Только один, и этого достаточно.